Всех приветствую, друзья, на своем канале. В сегодняшнем видеоролике мы разберемся, как не умирать по утрам. Скажи честно, как ты чувствуешь себя по утрам, когда звенит будильник? Ты чувствуешь прилив жесткой энергии? Или твоя первая мысль: только бы не вставать, еще минутку, пожалуйста. Если это про тебя, значит ты из тех, кто каждый день умирает по утрам. Ну, это действительно так. Ты хочешь себя заставить проснуться, но это дается с трудом. Мозг не включается, тело будто в цепях, глаза слипаются. А вместо бодрого начала дня ты уже выжат как лимон. Почему же так происходит? Почему каждое утро превращается в мучение? Вроде и спал достаточно, и ложился не слишком поздно, но это не всегда про количество сна. Дело в том, что есть причины, определенные причины, почему ты чувствуешь себя так ужасно по утрам. Сегодня мы поговорим о том, как перестать умирать по утрам и начать просыпаться с ощущением бодрости и энергии, без страданий. Я покажу тебе, как можно изменить свою жизнь, начиная с первого мгновения нового дня. А если ты не просто хочешь просыпаться бодрым, но и в целом изменить свою жизнь, вырваться из оков постоянного недовольства, бедности и бесконечной этой рутины, обязательно подписывайся на наш телеграм-канал, который находится по ссылке в описании. Здесь реальные люди меняют свои жизни. Мы учим, как выстраивать финансовую независимость и менять мышление, чтобы каждый день был шагом к успеху. Так почему же тяжело просыпаться по утрам? Прежде чем мы перейдем к решениям, давай разберемся, почему большинству людей так тяжело по утрам. Существует на самом деле несколько причин. И вот первая причина — это нарушение циркадных ритмов. Это один из главных факторов, влияющих на твое утреннее состояние. Циркадные ритмы — это твои внутренние биологические часы, которые регулируют цикл сна и бодрствования. Они управляют уровнем гормонов, температурами тела и даже твоим настроением. Когда они сбиваются, твой организм не знает, когда ему просыпаться, а когда засыпать. Отсюда и выходит разбитое состояние и постоянная сонливость по утрам. Второй — это недостаток сна или неправильный режим сна. Возможно, ты просто спишь недостаточно. Для взрослого человека норма сна — это 7-9 часов. Но не только количество важно. Важно качество сна. Если ты ложишься за полночь, да еще и скроллишь телефон перед сном, никакого восстановления не произойдет. Третье — это нехватка физической активности. Да, это звучит как парадокс, но если ты не даешь своему телу физической никакой нагрузки, там, я не знаю, не отжимаешься, не приседаешь, не качаешь пресс, то оно перестает правильно функционировать. И ты чувствуешь себя уставшим уже с утра. Циркадные циклы. Вообще, как они работают? Циркадные ритмы — это естественные биологические часы твоего тела, которые регулируют твой цикл бодрствования и сна. Этот цикл длится примерно 24 часа и управляются твоим мозгом. Самая важная часть этого цикла — гормон мелатонин, который регулирует сон. Он начинает вырабатываться вечером, когда свет начинает гаснуть и достигает своего пика ночью, заставляя тебя засыпать. К утру его уровень падает, и ты просыпаешься. Но если твои ритмы сбиты, мелатонин продолжает вырабатываться тогда, когда ты уже должен быть бодрым. Ты чувствуешь себя сонным и разбитым. Если твои циркадные циклы не синхронизированы с внешним миром, например, если ты ложишься спать слишком поздно или спишь в полной темноте до обеда, ты будешь просыпаться с ощущением, что тебя переехал просто каток. Почему же циркадные ритмы сбиваются? Давай разберемся теперь, почему эти биологические часы могут сбиваться. Есть на это несколько причин. Первое — это искусственный свет. Когда ты используешь телефон, планшет или смотришь телевизор перед сном, яркий свет обманывает твой мозг, заставляя его думать, что еще день. Он не выпускает мелатонин, и твой сон нарушается. Второе — это неправильное время отдыха ко сну. Если ты постоянно ложишься в разное время, твой организм просто не понимает, когда ему нужно отдыхать. Как результат, это идет утреннее умирание. Вот и все. Третье — это неправильное питание и переедание на ночь. Если ты ешь поздно, вечером, твой организм тратит энергию на переваривание пищи, а не на восстановление. Из-за этого ты не получаешь полноценный отдых и утром снова чувствуешь усталость. Ну, вот эти
понимаете, да, перед сном покушать, пожрать и так далее. Так как же восстановить циркадные циклы? Теперь давай поговорим о том, как же можно восстановить циркадные ритмы и начать просыпаться бодрым. Первое, это установи режим сна. Это первый и самый важный шаг. Постарайся ложиться и просыпаться в одно и то же время, даже по выходным. Это поможет твоему телу привыкнуть к определенному графику. Второй момент. Это снижение уровень света вечером. Обязательно снижай уровень света вечером за час до сна. Убери все экраны, телефон, телевизор, планшет. Постепенно уменьши яркость света в комнате, чтобы твой мозг начинал вырабатывать мелатонин. Третий момент — это больше света утром. Чтобы восстановить свои биологические часы, важно получать как можно больше естественного света утром. Открой шторы, выйди на улицу или хотя бы включи яркий свет дома. Четвертый момент — не ешь поздно вечером. Постарайся не есть за 2-3 часа до сна. Это поможет твоему организму не тратить энергию на переваривание пищи, а направить ее на восстановление. Пятое. Регулярная физическая активность. Движение — это жизнь. Начни с малого. Прогулки по утрам, зарядка или просто растяжка. Это разгоняет метаболизм и помогает твоему телу лучше справляться с утренней сонливостью. Шестое. Медитация и релаксация перед сном. Найди 10 минут перед сном для медитации или длительных дыхательных практик. Это поможет тебе расслабиться и быстрее уснуть, а сон станет более качественным. И также, ребят, хотел бы вам сказать про дополнительные методы. Если все эти шаги не помогают, можно попробовать и эти методы. Первый метод — это теплая ванна перед сном. Я ее часто практикую. Это не только приятная процедура, но и способ расслабить мышцы, что ускорит процесс засыпания. Специальные световые будильники — это второй метод. Они имитируют рассвет, плавно увеличивая яркость света. Помогает твоему организму просыпаться естественным образом. Если ты действительно хочешь научиться не просто просыпаться без мук, но и в целом хочешь изменить свою жизнь, начни с себя. Подписывайся на мой телеграм-канал, который находится по ссылке в описании. Здесь ты найдешь рабочие методы для достижения финансовой независимости, успешного мышления и преодоления всех барьеров, которые мешают тебе становиться лучше каждый день. Итак, ребят, просыпаться бодрым по утрам — это не магия. И это не везение, как вы можете догадаться. Это результат правильного режима дня, ухода за своим телом и понимания того, как работают твои биологические часы. Если ты возьмешь под контроль свои циркадные ритмы, твои утренние пробуждения перестанут быть пыткой. Помни, главное — это регулярность и осознанность. Успешные люди не мучаются по утрам. Они начинают день с энергии и продуктивности. Почему бы и тебе не стать таким же?